Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем шары хром. Для этого нам понадобятся шары металлики. Размер вы смотрите, какой вам нужен. То ли гелием надуть, то ли для декора. 10 дюймов, 5 дюймов, то есть на ваше усмотрение. И такой же размер каждому шарику нам нужен черного цвета. Итак, приступаем. Чтобы сделать шар хром, необходимо взять черный шарик и засунуть вовнутрь металлика. Вот таким образом. Используем палочку, протолкнули. Раздуваем шар. Делаем его круглым нажатием. Завязываем узел. Вот так у нас получается. Делаем разных размеров. Моя задумка заключается в том, чтобы сделать шары разных диаметров для декора в арку, в гирлянду или какую-то композицию из шаров. Поэтому раздуваем разных размеров. Для декора, конечно, лучше немножко шары округлять. Так они смотрятся гораздо лучше. Пятерочки мы раздули. Теперь раздую десятки. Для эластичности шаров десяточки желательно перед тем, как надуть, необходимо один раз раздуть насосом. Так они будут эластичнее, с ними будет лучше работать. Поменьше. И еще один шар. Раздуем. Все, раздули. Теперь хочу для сравнения вам предложить раздуть настоящий шар хром очень дорогой фирмы. То есть я думаю, что здесь никакого подвоха не должно быть в качестве. Поэтому давайте надуем и сравним.
раздули примерно такого же размера. Существенной разницы я не вижу, поэтому переплачивать в несколько раз дороже тоже не считаю нужным, так как хром очень дорогие шары. Итак, теперь для примера я приготовила небольшой отрезочек гирлянды разнокалиберной. Давайте ее украсим. Берем один шарик, второй, связываем хвостики на конце и одеваем на гирлянду. Вот таким образом. Чтобы было вам видно, давайте вот так подвинем. Связываем следующую пару. Также одеваем в любом месте, как вам больше понравится. Беру следующий шар. Удобнее будет хвостиками черными связывать, они более эластичнее. И еще два шарика у меня остается. Также завязываем. И одеваем. Здесь уже шары можно ставить в нужное вашем положение, менять местами, как вам будет больше красивее смотреться. Вот так у нас получается. Я думаю, выглядит очень шикарно. Сдалека это все смотрится тоже обалденно. Поэтому, думаю, это лучший способ сэкономить на хромовых шарах. Итак, на этом мы сегодня закончим. Единственное, хочу добавить по гелевым шарам. Раздуваете таким же образом. 12-дюймовый шар черный засовываете в 12-дюймовый металлик и обрабатываете черный шар. Время полета таких шаров также зависит от марки шаров. У меня пролетали они без обработки около 12 часов, с обработкой полтора и двое суток. В общем, такая на сегодня у меня для вас информация. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.